Топ-10 причин купить вот этот вот Xiaomi TV Box S третьей ревизии на новом iMlogic S905 X5M в 2025 и, наверное, в 2026 году, потому что TV Box уже бестселлер и уже он получил 2 обновления, кстати, где-то одна из причин. И сегодня мы, конечно же, поговорим о нем. При этом подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылки на проверенных продавцов на этот TV Box лежат в описании под видео. И я вам скажу, что цена его, вот мы сейчас обсуждаем топ-10, я даже цену не назову, потому что цена сейчас дешевле $50, а с промокодиком на aliexpress.com, с нашим промокодом, он будет еще дешевле, $3 на 3. Поэтому поехали. Давайте так, первая причина, почему его нужно купить, потому что сейчас развитие огромное Dolby Vision телевизоров. И именно этот TV Box у нас имеет Dolby Vision. Конечно же, он имеет не только Dolby Vision. Вот, пожалуйста, у нас есть Dolby Vision, у нас есть AISR. А AISR это называется AI Super Resolution. Это значит, что из низкобистрейтного видео оно делает по-настоящему четкое, классное. Это такой апскейлинг в 4К. И вторая причина — это полная сертификация. В частности, Netflix. Пожалуйста, Dolby Vision с Dolby Atmos. Пожалуйста, покажи сюда поближе. Смотрите, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ну, например, мы включим сейчас с вами Wednesday. И у нас, конечно же, переключится. Вот, пожалуйста, Dolby Vision заработала, все воспроизводит, все идеально. Но мы не будем вам показывать, потому что будет претензия правообладателей. При том, что ютубчик у нас будет работать с HDR10. И 10 плюс, что самое интересное, в нем есть 10 плюс HDR и будет работать, давайте я остановлю чуть-чуть. Пожалуйста, 4К, 60 FPS, AV1 кодек, то есть по YouTube тут вопросов нет. Давайте я сейчас остановлю и вам покажу еще один прикол. Дело в том, что на этом TV-боксе, на сертифицированном YouTube, кроме того, что будет играть HDR10, HDR10+, и, кстати, сервисы, они тоже будут играть HDR10+. Здесь можно изменять скорость воспроизведения. То есть не на каждом TV-боксе это, кстати, можно сделать, чтобы вы понимали. То есть вот такая вот у нас вторая причина его покупки. А третья причина — это новый процессор Cortex A55, 4 ядра по 2,5 ГГц. Пожалуйста, за отображение отвечает Mali G310. У нас, давайте, Android 14, который еще и получал парочку обновлений. Вы, кстати, сейчас видите фотографию именно процесса обновления, который мы уже зафиксировали. Доступа к температуре нет, хотя он и не нужен в данном варианте, потому что данный TV-бокс сертифицированный. И мы через ADB сколько ни мониторили, больше 68 градусов он у нас не грелся. И, кстати, обновление, ну вот если процессор у нас был третья причина, а обновление операционной системы это была четвертая причина, потому что, поверьте, данный TV-бокс как минимум получит переход на следующую версию Google TV. А следующая причина это конкретно у нас, как мы видим, наличие всех частот в автофреймрейте. И не просто это автофреймрейт, который переключает частоты и, скажем так, разрешение вашего телевизора под тот контент, который вы воспроизводите. Здесь автофреймрейт есть еще, смотрите, сейчас выхожу в настроечки, давайте мы пойдем с вами в настроечки, в настройки экрана, и вот, использовать частоту контента с плавным переходом, то есть здесь есть VRR QMS, который позволяет переключать без переключения в черный экран. Это очень плавное переключение, которое, ну, просто отлично работает. Это была, кстати, у нас пятая причина на покупке данного TV-бокса. Шестая причина — огромное количество кодеков и объемный звук. Итак, аппаратный кодек у нас есть Dolby Digital, есть Dolby Digital Plus, у нас есть, смотрите, вот Dolby Digital Plus, у нас, ну, это FFmpeg, давайте посмотрим что-то поинтереснее. То, что у нас Widevine L1 есть и полная сертификация, это самый прикол. DTS HD. Вот так вот, у нас есть DTS HD. Ну, кроме того, что у нас есть еще видео AV01, у нас есть AVC, есть у нас AVS2, все Dolby Vision аппаратные, как мы видим, да.
То есть у нас поддержка 5-го, 8-го профиля Dolby Vision. И плюс у нас есть еще DRM, пожалуйста. То есть Microsoft Play Ready DRM и CNC Clear K от Google тоже имеется. А это значит, что в данной сертификации будут работать абсолютно все стриминговые сервисы, которые есть. То есть, вот, например, там наши украинские Megugo, здесь Netflix работает. Да любой стриминговый сервис с полной сертификацией будет здесь работать. А если вы, кстати, в Украине не знаете, где купить официально, по хорошей цене стриминговые сервисы, официально, то в описании под видео есть ссылочка на официального продавца этих подписок, и введите там свой номер телефона, посмотрите, насколько это дешево. По сравнению даже с самими сервисами, то есть там все очень официально. 7-я причина — это операционная система Google TV и, конечно же, нормальные модули Wi-Fi, в отличие от того, что там было в прошлых версиях. Мог 2.4 модуль плохо работать в некоторых моментах. Здесь сейчас у нас такой проблемы нет. То есть он сейчас работает на 160 МГц, коннектится он к роутеру через Wi-Fi 6, здесь у нас Wi-Fi 6, и это вот 250 мегабит на загрузочку в среднем. И давайте посмотрим на выгрузку, то есть этого полностью хватает для работы с абсолютно с любым типом контента. То есть это такой стриминг-бокс, но не только стриминг-бокс. То есть если мы берем уже в таком варианте, то вы можете с внешнего устройства воспроизводить любой контент, который вам придет в голову. У меня сейчас подсоединен, смотрите, вот такой вот SSD-диск, вот такой вот. Он видит диски NTFS и XFAT. Пожалуйста, мы берем и давайте очень высокобитрейтный какой-нибудь ролик LG New York 4K, это очень высокий битрейт, в HDR. Вот он, стартанул, HDR-чик, все работает. О чем можно говорить? Также вы можете с внешнего носителя просматривать, например, Dolby Vision файлы. Ну, это тестовые файлы, да, мы будем ориентироваться на них. Давайте клацаем, и у нас, пожалуйста, Dolby Vision, еще и Dolby Atmos есть. То есть сразу все в одном флаконе мы с вами увидели. А вот 8-я причина — это пульт. Пульт голосовой, конечно же, вы голосом можете все что угодно, там погода на завтра. Например, делать вот такие вот фишки. Вот так вот делать, можете открывать приложение, конечно же, внутри приложений по голосовым поискам искать. Но этот пульт еще и позволяет управлять дополнительными опциями. Смотрите, настройки кнопок пульта. Вы можете управлять еще дополнительно телевизорами. Смотрите, управление телевизорами. Направьте... Ну, все, мы с вами настроили. Давайте настроим кнопки на пульте чуть-чуть более детально. Давайте, вот смотрите, мы можем управлять звуковой панелью, ресивером, только телевизором. Мы можем выбрать с вами модель телевизора. Давайте, сейчас, вот он начал регулировать громкость на телевизоре. Все, окей. Все, и у нас настроена регулировка громкости. Ну, у нас сейчас настроена регулировка громкости на андроиде, а мы что-то такого не настроили. Так. Сейчас. Давайте телевизор. Выбираем TCL. Окей. А ну, смотрим. Все, вот, пожалуйста, заработало. Да, звук. Настройка пульта завершена. И мы, пожалуйста, с вами регулируем громкость, включаем, выключаем. То есть все это работает теперь с помощью пульта. Это была у нас вот такая вот очень важная причина. Следующая причина — это Google Chromecast. Так как он сертифицированный, конечно же, мы можем сюда кастить любое действие, которое нам заблагорассудится. Например, я уже выпускал видео про то, как с этим работать. Например, вы там сидите в каком-то стриминговом сервисе, либо на каком-то сайте с видео, либо еще что-то. Нажимаете там на YouTube Chromecast, и оно раз, отсюда поток перенаправляет на телевизор. При том, что сам телефон не гонит поток через Wi-Fi. И, пожалуйста, у нас со смартфона воспроизводится видос. Все, пожалуйста, у нас можем, скажем так, кастить из любого источника, который позволяет. И 10-я причина, которая у нас есть сейчас на этот ТВ-бокс, это то, что на него уже получены root права. Да, на сертифицированный Xiaomi Box 3, на Xiaomi Box TV 3 ревизии, 3 генерации, уже получены root права, разблокирован загрузчик и на
форуме 4 PDA есть четкая инструкция, а это открывает совсем другие возможности для прокачки этого TV-бокса. Поэтому давайте так, топ-10 причин я назвал. TV-бокс уже на текущий момент бестселлер, просто топ продаж, продается тысячами. Он у нас находится топ-1 в нашем топ-5 TV-боксов. У нас есть оригинальный обзор этого TV-бокса, ссылка в описании под видео на оригинальный обзор, как и на проверенных продавцов. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.